Это наши первые впечатления про Магдебург. Мы встали не на центральном вокзале, а на каком-то пригородном вокзале, потому что наше жилье ближе к этому месту. И здесь такой трешак. Все разрисовано. Это вокзальчик. Мне же страшно. Восточная Германия, друзья. Вы не представляете, куда нас занесло в поисках дешевого жилья в Германии. Нас зовут Виталий и Лада. Это канал «Настоящий момент». Мы живем в Германии уже 1 год и 8 месяцев. И сейчас мы стали самостоятельно платить за жилье в Германии. И поскольку цены большие, очень высокие цены в нашей земле Баден-Вюртемберг, мы приехали в город Магдебург, чтобы найти здесь дешевое, доступное жилье в аренду. Ну и узнать о том, почем продаются квартиры и дома в этой местности. Говорят, что в земле Саксония-Анхальт, где мы сейчас находимся, самая дешевая недвижимость в Германии. Поэтому мы здесь и будем вести разведку. Сейчас мы находимся далеко не в центре города. Это промышленная зона, и недалеко отсюда протекает река Эльба. Этот райончик, он такая смесь промышленного и жилого района. Здесь очень много странных зданий. Даже посмотрите вот на это здание из красного кирпича с башней. Оно просто уникальное. И здесь такого полно. Сразу же здесь волейбольная площадка, футбольная площадка. Возможно, школа где-то рядом. Наверное, это и есть школа. Смотрите, современное здание школы, белое. И по ходу движения к трамваю мы вам покажем еще много домов с граффити. Здесь очень много разрисованных домов. Мне кажется, в этом городе живут одни художники, которые занимаются только тем, что обрисовывают стены. А это магазин Тафель. Наш любимый Тафель, в котором продаются дешевые продукты. Люди собрались для того, чтобы затариться. Вот чего мы не ожидали здесь найти, так это Олега Попова, советского клоуна, которого все знали в СССР. Видимо, он был популярен и в ГДР. Мы начали свое знакомство с Магдебургом с самых задворков, не случайно, потому что именно в таком районе, скорее всего, находится самое дешевое жилье, которое можно здесь найти. Но посмотрите, как здесь аутентично. Мы просто с Ладой попали в родную атмосферу. Но это не значит, что здесь все так. В этом городе есть очень много интересных вещей, о которых мы вам по ходу действия расскажем. А сейчас мы хотим, чтобы вы прочувствовали атмосферу этой промышленной зоны и состояние этих старых домов. Не знаю, я себя здесь чувствую не совсем уютно, честно говоря. После нашего Штутгарта, нашего Гайслингена абсолютно все другое. Здесь, конечно, чувствуется такое влияние Советского Союза, так как раньше это же была ГДР. Вот. И, в принципе, для нас это привычно, да, вот мы привыкли в такой атмосфере жить. У нас полно тоже таких заброшек везде, каких-то предприятий. Да. Правда, в последнее время они все стали восстанавливаться. Но это, скорее всего, не сейчас, а с детства туда где-то, да? Да, в детстве. В Советском Союзе мы проводили много времени в подобных местах, потому что там нас никто не ловил, там мы могли делать что угодно, лазить. Свобода детства. Но вот я скажу, в той части Германии, где мы сейчас живем, мы такого просто не встречаем нигде. Мы даже специально искали заброшки, забивали в карту, спрашивали у GPT. У нас даже видео есть, ищем заброшки, мы не нашли. Мы нашли только сарайчик маленький какой-то, и то там это был склад. Это было как бы, это не заброшка была. А такого, как здесь, конечно, на юге нету. Германия, оказывается, не вся такая вот вычурная, красивенькая, как мы ее всегда показываем. То есть есть и такие вот места совершенно отличные. В этой связи я хочу сказать, что в момент, когда объединились две Германии, Восточная Германия
имела много предприятий, которые действовали, но они не выдержали конкуренции по сравнению с западными предприятиями, которые были более развиты и, видимо, продукция у них была более конкурентоспособна. И многие предприятия здесь, на востоке Германии, в Саксонии-Анхальт в том числе, просто разорились. Вот в результате такие промышленные районы. Трамвай номер 2. Ну, они не самые современные, но это, кстати, получше, чем тот, на котором мы сюда приехали. Главное не забыть телефон. Да. Виталик. В Хайдельберге я так сел в трамвай, положил телефон на сиденье вот здесь рядом с собой. И потом вышел, увлеченный съемкой дороги. Я бы мог родиться в Мумбаи и носить немытую бороду, но я еду в шумном трамвае по чужому немецкому городу. Этот город встречает холодом, и меня здесь никто не знает. Может, лучше вернуться домой, но туда не ходят трамваи. У меня билет в одну сторону, у меня билет в одну сторону. Мы ехали в Магдебург целых 10 часов, целый день практически, с 2 пересадками на 3 поездах по 2,5 часа. И мы заранее забронировали себе жилье здесь, и жилье это уникальное, мы сейчас вам его надо видеть. Покажем. Я бы мог родиться в Дубае и носить одежду из льна, но мне нужно ехать в трамвае, чтобы успеть домой до темна. Вы только посмотрите на этот дом. У него старинные, огромные окна. И здесь мы с Ладой будем жить несколько дней. Это просто дверь для великанов, я не знаю. Это архитектура вообще очень интересная, очень уникальная. Сейчас заселимся. Слушай, куда мы попали? Смотри, какие окна. Широченная парадная. Это вообще какой-то был дворец, наверное. Дворец, да, просто вот прям, я не знаю, как тут жить. Ну, темно, света нету. Наши первые впечатления про эту квартиру. Мы еще ее не видели. Заходим, но нас уже поражают размеры окон. Здесь разные уровни пола. Мы пришли снизу. Видите, там ступеньки. Но смокинг, не курить. Это просто, у меня слов нету. Это даже не квартира, это какие-то апартаменты. Такие есть апартаменты. Вау! Здесь кухня, а Лада там увидела какой-то вау. Ух ты, действительно вау. Нужно подняться по ступенькам, но здесь ложе. Классная кровать. Тут мне нравится. Смотри, тут Одна? высоченные... Целая, да? Ага. Это классно, не будет разъезжаться. Не в тесном помещении, вроде как дышать легче становится. Простор, да. Смотри, сколько шкафов. Телевизор огромный, смотри. Диагонально на 55, если не больше. Кресла такие. Диванчик, телевизор, то Да есть ты вот что? так вот просто можно сидеть, там обедать. Не зря Airbnb написал нам, что нам повезло с этой квартирой. Обычно ее очень трудно арендовать, она всегда занята. Что у нас за туалет? Ба-бам, стиральная машина есть, смотри. Да ты что? Угу, можно вещи постирать. Консольный унитаз, современный такой санузел с плиткой красивой белой. Умывальничек и душевая кабина.
Всего 44 евро в сутки. Кстати, это самая дешевая цена по городу была. Обалдеть, простой отель, в котором нету ничего, просто 2 кровати и санузел, стоит 70 евро. Вот такие хоромы 44. Это сайт Airbnb. Мы сравнили цены на аренду недвижимости в Магдебурге и в Штутгарте. Эти два города – это столицы своих земель. Штутгарт – столица Баден-Вюртемберга, а Магдебург – столица Саксонии-Анхальт. К примеру, в Магдебурге однокомнатная квартира стоит в аренду приблизительно 400-600 евро в месяц, тогда как в Штутгарте 800-1200. Разница сразу заметна, это на 40-50% дороже в Штутгарте. По двухкомнатным квартирам 550-800 евро здесь стоит квартира в месяц, а в Штутгарте 1000-1600. Тоже заметная разница в 50%. Ну и трехкомнатные здесь в Магдебурге от 700 до 1000 евро в месяц, а в Штутгарте от 1400 до 2200. Тоже заметная разница, практически даже достигает 60%. Вот. Если, конечно, брать мелкие городки, такие как наш Гайслинген, где мы живем с Ладой, то там тоже можно найти квартиру за 500 евро. Но мы с Ладой посмотрели конкретные объявления, и мы здесь нашли даже за 250 евро, за 300 евро. Реально гораздо дешевле. И возможно это где-то в этих домах. Сейчас мы вам покажем эти объявления, чтобы вы понимали, как выглядят дома, сколько комнат и всякое такое. На одном из популярных в Германии сайтов, который называется Kleinanzeigen, мы смотрим объявления. Мы дали запрос по городу Магдебург, и здесь цены приблизительно такие, вы видите. Есть и 500 евро, есть и 400 евро, ну 398. Но вот есть квартира за 302 евро. Давайте посмотрим, 46 квадратных метров, ну без мебели, как полагается у них. Значит, что мы здесь видим? 2 комнаты в этой квартире. Смотрите, ну, за 300 евро за 300 можно снять 2 комнаты. Сейчас полистаем с вами картинки. В общем-то, неплохое помещение с санузлом в плитке. Вот схема помещения. Вот такой дом. Посмотрите. Дом похож на один из этих домов. Вот здесь можно приблизительно жить за 300 евро, да? Я думаю, что дешевое жилье именно в таких районах находится. Да, здесь, кстати, даже указана улица и номер дома. В общем-то, можно было проехать на эту улицу и посмотреть конкретно, где находится этот дом. Что еще мы можем сказать про этот дом? Здесь есть дополнительная плата. Ну, то есть Nebenkosten, это за коммунальные услуги 101 евро в месяц, и еще 82 евро за что-то. В результате получается 484 евро вместе с коммунальными услугами. А мы сейчас платим 800 евро вместе с коммунальными услугами за однокомнатную квартиру. Поэтому реально можно прямо сейчас снять такую квартиру. Кстати, объявление было дано сегодня. Написано heute. Вот. И еще здесь можно посмотреть информацию о том, где располагается, какое-то описание подробное, когда построен дом и, например, в каком состоянии находится. В общем, все это можно узнать из объявлений. Нам сейчас важны цены. Это пример ультрасовременных домов на берегу Эльбы. Посмотрите, это Sea View, точнее River View, можно так сказать. У них открывается вид на реку. Пока все еще как бы модернизируемый. Видимо, здесь какое-то строительство идет. Наверное, парк делают. Но место хорошее. Вот здесь бы я уже хотел жить. Река — это как магнит.
всегда мечтал жить рядом с морем или рядом с рекой. Ну, не знаю даже почему. В Магдебурге есть прекрасная река под названием Эльба. Это еще один огромный плюс к тому, чтобы поселиться в этом городе. Такая большая, слушай, река. Местами напоминает Днепр по ширине. Да. Я все время вижу какие-то купола церквей, шпили, костелов. Здесь их масса. Почему-то я представлял себе этот город более советским. Говорили, здесь есть какие-то районы с серыми панельными домами, но пока мы их не встречали. Видимо, здесь есть прогулочные корабли, на которых можно кататься в сезон, в теплый. А это вот ресторан. И это такая себе набережная и пляжная зона. Лада, посмотри, классно. Вот я о чем и говорю. Что здесь есть, наверное, места для купания. То, чего мы не могли найти там. Вообще, смотри, большая природная зона, да, велодорожка или пешеходная дорожка. Можно гулять вдоль реки. Просто супер. О, кажется, даже круто, солнце круто. появляется. Это, слушай, похоже на то, что мы в Киеве, да? Ну да, мне очень сильно напоминает наши родные места там в Украине. И улицы широкие в городе, и здания крупные, большие. В западной части Германии там все какое-то более мелкое. Все такое маленькое, такое почти игрушечное. Вот эти фахверковые домики. Красивенько, конечно, не сказать, да, что там все ухожено, все там четко. Очень красиво, очень так по-сказочному, можно даже сказать. А здесь такое натуралистичное, индустриальное, крупное, такое массивное все. И к тому же есть еще и готика всякая. Ну вот мы к ней скоро продвинемся. Пойдем в ту сторону с Ладой, сядем на трамвайчик, прокатимся в Альтештадт, то есть в старый город. И там, говорят, есть чудесные вещи, красивенные. А сначала посмотрим на этот пароходик. Тоже старенький такой. То есть здесь можно сесть, еще покататься. Покататься, да. Magdeburg am Fluss so weit, Stadt am Rande der Vergangenheit. Zweimal fielst du, standest auf, trägst Geschichte auf deiner Haut. Ich lauf durch Straßen alt und neu, jeder Stein flüstert, bleib doch treu. So viele Jahre war ich fort, doch du bist immer noch mein Ort, Magdeburg. Сейчас еще не лето, на улице не так жарко, поэтому пришлось с Ладой зайти в какой-то торговый центр, погреться. Вот люди тоже сидят, отдыхают. И к тому же мы нашли информацию про однокомнатные квартиры. Все-таки мы нашли однокомнатную квартиру дешевую, она стоит 260 евро в месяц. Вот такая квартира. Такая же, как у нас, только на 5 метров больше. Да. На 6. Ну, побольше, да, получается. Мебели в ней нету, кроме кухни. Есть санузел приличный такой. Пустая комната. В общем, дверь входная. Отличная квартирка. И она стоит в половину дешевле, чем наша. Единственное, у нас есть одна проблема с мамой, но мы сейчас здесь это не рассматриваем. И вообще мы это не рассматриваем только для нас. Мы понимаем, что есть много людей, таких же, как мы, украинцев и не украинцев, которые хотят сэкономить на жилье. И если человек не привязан к месту, например, у него работа в интернете, может быть, он программист или там удаленный работник какой-то, то вполне возможно, что ему подойдет жилье в любом городе. Здесь очень хороший город, здесь все есть. В общем-то, почему жить обязательно в Штутгарте или в Баварии, там где-нибудь в Мюнхене? Ну, нет, да. можно жить и в Магдебурге. В общем-то, здесь мы даже сравнивали климат, здесь даже дождей меньше идет, хотя зимы похолоднее бывают. В общем, с Ладой мы сейчас еще найдем
Все почем? хорошо, да. Теперь надо найти еще, почем здесь жилье можно купить. Да. Люблю, когда в городе много музыкантов, идешь по улице, кто-нибудь играет. Нам всегда с Ладой не жалко даже денег на это. Я могу сказать, здесь такая разношерстица. Здесь есть здание вообще старинное, какое-то с лепниной, тут же советский какой-то модернизм, да? Или стеклянные, да. А все это потому, что город в конце Второй мировой войны в 1945 году был практически полностью разрушен. И его потом отстраивали, уже строили его в ГДР, поэтому, собственно, очень много соцреализма было здесь привнесено в постройках. В центре еще много сохранилось и восстановили здания в старых стилях, и в готическом стиле, и в неоготическом, и в рококо, и в барокко. В общем, здесь такая мешанина вообще полная. И это, кстати, имеет свой шарм. В этом какой-то дух есть свой, да, какой-то свободы, какого-то такого разнообразия. Разнообразие, да. Вот так вот. Как здесь пахнет, боже. Это рынок, да? Нет, это это рынок, но пахнет здесь сосисками. Сосисками, да. Вурст. Вурст это любимая немецкая еда. Да. А вот мы сейчас посмотрим цены здесь, на рыночке. И сравним с нашими. Я уже издалека вижу, вот, например, груши стоят по 5 евро килограмм, а апельсины стоят по 4 евро килограмм. Огурцы стоят по 2,50. Ну, как мы сравним, Лада, ты помнишь вообще цены у нас? Те же самые цены. Те же самые, да, цены не отличаются. И, похоже, мы вышли к какому-то историческому зданию. Возможно, это местная мэрия, то есть Ратхаус. Наш канал называется «Настоящий момент». Мы обычно в историю не углубляемся, но если мы ходим в исторических местах, нужно пару слов сказать о том, где мы находимся. И сейчас мы напротив старой ратуши, то есть это Ратхаус, дом советов, если переводить напрямую. То есть это мэрия, и построена она была в 1698 году. Старое здание такое, древнее, там колокола сверху, лепнина, красивое здание. И напротив старой ратуши стоит памятник всаднику на коне. Золотой всадник в короне. И это памятник Оттону Первому, великому императору, который здесь правил, очень много сделал для этой страны, для своей империи и для этого города. Ты слышишь, какую музыку играет здесь? А это памятник, по всей видимости, знаменитому бургомистру и ученому Отто фон Гверике, или Герике. Этот человек изобрел вакуум, точнее, он придумал, как его сделать, и провел знаменитый эксперимент, благодаря которому по всему Магдебургу расставлены полусферы, как память про этот эксперимент. Эксперимент заключался в том, вот, кстати, здесь тоже есть эти полусферы. Две полусферы образуют шар такой себе. Видите, к нему привязаны цепи. В общем, он соединил... Вот эксперимент сам. В этом железном шару из двух полусфер он откачал воздух полностью. И внутри образовался вакуум. И он сказал горожанам, что если есть такая сила, которая разорвет эти две части шара при помощи коней, чего угодно, то вы выиграли. А если нет, то я докажу, что существует атмосферное давление. Ну, я так по-своему пересказываю это. В общем, 16 коней тянули в разные стороны эти два шара, и они не смогли разорвать, потому что внутри был вакуум, и он держал эти полусферы вместе. Еще То раз есть посмотри. это было открытие, да? Да, это было научное открытие.
которая приблизила нас с вами к использованию мобильных телефонов, искусственного интеллекта и всего, чем мы сейчас с вами занимаемся. Тебе, да. Отто. Хороший был человек. Здоровья ему на том свете. Церковь Святого Иоанна. Это одна из самых старинных и значимых церквей в этом городе. Во время Второй мировой войны она была очень сильно повреждена, и ее восстанавливали тоже очень долго, несколько десятилетий ее восстанавливали, поэтому у нее можно видеть здесь камни потемнее, камни посветлее. То есть это реконструированная церковь. В восточной части Германии есть интересная особенность. У них человечки на светофорах в шляпе, а в западной части Германии он без шляпы. Это как особенность восточной Германии. Здесь это было придумано еще во времена ГДР. То есть это больше привлечет внимание, да, людей? Да, странная идея, но в общем-то она здесь осуществилась, да. Кто там? Что-то странное. Я думала, там сидят люди. Люди. Думаю, может, им помощь нужна. В колодце, да, там какой-то мультяшка. Друзья, мы находимся рядом с древним монастырем, которому 1000 лет. Это женский монастырь, но сейчас он, скорее всего, не музей. Женский монастырь. Фрауенклостер. Монастырь Богоматери. Богоматери. Да, просто Богоматери. Это не женский монастырь, это просто почитание Матери Божией. Мне очень нравится Магдебург, он просто неожиданно для меня. Что-то я думал, ГДР, бывшая ГДР, это будет какая-то фигня, один совок вокруг. Нет, пока не вижу в центре, по крайней мере, ничего совкового не вижу, никакого социализма. Все очень культурно, ухоженно, широкие улицы, нам очень нравятся широкие улицы. Вау, посмотрите, куда мы пришли, вот это неожиданность. Так шли по улице, и тут вдруг, вообще не вписывающийся ни в какие ландшафты, ни в какой город здание. Оно кривое просто, повсюду кривое. Слушайте, это что-то уникальное. Вот чего не ожидал здесь, в городе, в котором должно было быть Здесь все был панельно. Гауди, наверное, да? Это похоже на Гауди, да. Знаете, такой итальянский архитектор, который строил в таком стиле. Но это нет. Это австрийский архитектор, и звали его Фридрих Райх Хундертвассер. Вот. Да. В 2005 году построили это здание. Это коммерческий жилой комплекс. Здесь люди живут, представьте. Обалдеть, смотри. Говорят, здесь нет ни одного одинакового окна. Все окна разные, все линии кривые. Ну, мы не были с тобой в Испании, не видели произведений Гауди, Ой, да, но... интересное здание, посмотри, как в сказке какой-то. Это как, я не знаю, как какое-то восстание против серости. Точно. Давай зайдем. Все разноцветное. Вовнутрь. Все окна разные, слышишь? Супер. Обалдеть. Смотри. И здесь вход такой Это вообще арочный. как у хоббитов. Я надеюсь, здесь можно ходить внутри. Вот есть какой-то план. Вообще как музей. Ничего себе. Вот это интересное здание. Хундертвассер настроил. Вау, ты бы хотела здесь жить, Лад? Ну, конечно. Но я думаю, здесь дорого будет снимать квартиру. Тут точно дороже, чем в Баден-Вюртемберге. Вообще потому круг что какой-то, этот, круг. это называется органическая архитектура, то есть она подстраивается под природу. В природе же нет ничего квадратного. Вот похоже, как знаешь, в сельских хатах делают мазанки, они почти вот такие вот круглые, вот нету никаких ровностей, ничего. Это классно, это как земля. Земля тоже круглая, да? Круглая и неровная. Скворечники вокруг. А за окном ресторанчик. Это скворечники такие? Да. Смотри, в этом ресторане можно вечерком попить вина, но поскольку мы с Ладой уже как бы экономим деньги, то вино будем пить дома. Вот еще один двор с колоннами
Смотрите, все колонны разные. Просто супер. Это разврат. Скульптурная композиция групповуха. Вот с этого и начался этот домик. Сначала, наверное, вот эти люди тут веселились, а потом решили построить себе вон тот. Потом построили для себя домик. Прикольные такие бюргеры. Используем Kleinanzeigen как сайт с объявлениями. Люди здесь дают объявления о продаже своей недвижимости. Поставили Магдебург в пределах 8 километров в городе. Что продается? Не смотрим рекламу, там в топе реклама стоит. А вот, например, первая за 350 тысяч продается 6-комнатная квартира. 156 квадратных метров. Дальше продается за 175 тысяч 78 квадратных метров, 3-комнатная квартира. Ну, видите, уже такие цены не такие страшные. Есть вообще 2-комнатная квартира за 90 тысяч. Это уникальная цена. Я вчера смотрел и такой квартиры не находил. Учитывая, что здесь 65 метров квадратных. С 1 марта продается или объявление дано. Так, 2 комнаты, Магдебург, 1 спальня, 1 ванная. Так, что еще? Дом построен в 1928 году. Хаусгельд — это платежи ежемесячные 271 евро. Это за содержание дома. Это, наверное, какой-то дом с общиной, не знаю, ну как это, с ЖЭКом, да? ЖЭК, за ЖЭК надо 300 евро, 300 евро нужно платить за собственную это, квартиру. наверное, поэтому она дешевая. Да. Еще это надо учитывать. В общем, подробности всякие про этот дом описаны, про квартиру. Если бы мы, например, сильно интересовались, мы могли бы выяснить, что это, почему такая цена. И вы знаете, мы видим такую вещь, что если цена небольшая, то обычно это либо проблемные квартиры, либо какие-то у них там, не знаю, выплывают подводные камни с дополнительными платежами. Поэтому надо брать среднюю. Да, поэтому вот смотрите, средняя цена это 145 тысяч за 3-комнатную квартиру. 77 метров. Да. Сразу понятно. За 50 метров 193 тысячи. Это вообще реклама какая-то, ладно. А вот большая квартира 384 метра, это, наверное, дом. 427 тысяч уже. Ну, то есть есть и большие цены, естественно. Есть 1 300 000, а вот за 59 тысяч. 3-комнатная квартира. 59 метров квадратных. Я уверен, что здесь 2 парня нарисованы. Это, скорее всего, просто агентство, и они кинули замануху. Сегодня дали объявление в 7 часов утра. Вот, написано 3-комнатная квартира. Это как получается? Ты звонишь, и тебе говорят, ее уже продали, но есть Но другая есть аналогичная, за 100 да. тысяч. Но ты уже позвонил. Если сравнивать со Штутгартом, то это намного дешевле, поэтому тем, кому интересна эта тема, кто вообще хочет купить жилье в Германии, то это самый дешевый регион. Но, друзья, завтра мы с Ладой поедем в одно отдаленное место. Сейчас не будем вам говорить куда, это будет в следующем видео. И там мы вам покажем совсем дешевое жилье. Так что подписывайтесь на наш канал. Это будет сюрприз. Да. Мы видели